Всем привет! Сегодня расскажу про вот такое вот столярное приспособление для выборки пазов в заготовках. Вот, для фрезера, для ручного фрезера, естественно. И покажу, как оно работает. Очень удобная штука. Чертеж нашел, картинку нашел. Чертежа, по-моему, не было на просторах интернета. То есть, немножко сделал по-другому, доработал приспособление из фанеры. То есть толщина, по-моему, 12, что ли, не помню. Можно померить. Вот, особо разницы не имеет, слишком тонкую не делайте, чтобы ее не гнуло. Да, 13 миллиметров. Сразу скажу, единственное, вот эту площадку, все хорошо, но вот эту площадку нужно было делать не прямоугольную, а квадратную, с ровными сторонами. То есть его ставишь на заготовку. Сейчас вот эти планочки установлены так, чтобы в заготовке выбирался, то есть продольный паз. То есть вот они поджимаются, вот заготовочки стоит, сейчас покажу, между ними они поджимаются, струбцинками зажимаются, и то есть режется паз. Тут устанавливается ограничение, чтобы ход фрезера, чтобы фрезер не ходил дальше нужного нам расстояния. Вот отрегулировали. Поджали, все, и туда-сюда фрезер двигаем. Вот, и когда переставляешь на поперечный, чтобы паз сделать, вот эти отверстия, вот одно расстояние, мы переставляем уже по-другому, уже поперек, и вот эти отверстия сюда, то есть уже не подходит. То есть нужно вот эти болты переставлять в другое место вот в этих планках. То есть, это я ступил. Ну ладно, в принципе, я переделывать не буду уже. То есть работаю так, мне вполне устраивает. Сейчас покажу, как она работает. А так, приспособление вообще отличное. Вырезать пазы в тех местах, в тех заготовках, планках, где фрезер либо не удержать, либо, то есть, никаких больше упоров не сделать. Кто в теме, тот меня поймет. Вот, допустим, нам нужно сделать продольный паз вот в этой заготовке. Что мы делаем? Мы размечаем длину паза, то есть у меня это 49 миллиметров. Крепим заготовку к столу с обеих сторон. И заранее отмечаем центр, размечаем на заготовке. Он нам нужен для того, чтобы ровно выставить приспособление. Ставим приспособление. То есть нужно пометить, где верх приспособления, потому что вот на моем фрезере вот это расстояние и вот это от верха, то есть до низа фрезера, то есть они разные, то есть от фрезы до краев площадки они разные. Вот я отметил для себя верх, то есть и вот ставлю. Так, у меня на приспособлении сделаны от центра, сделан центр, совмещаем центр, размеченный нами, на центре, на заготовке. Так, и поджимаем потом вот эти планочки. Эти планочки поджимаем. Также с краев на вот эти планочки мы ставим струбцинки, чтобы они плотнее прижимали нашу заготовку, чтобы вся плотнее конструкции была с обеих сторон, слева и справа. Все, выставили мы центр. Дальше, так как мне нужен паз шириной 16 мм, берем фрезу 16 миллиметровую, ставим фрезер, значит, нам нужно отрегулировать ход фрезы, то есть длину пропила, да. Можно как сделать? Можно рассчитать длину, ширину фрезы, то есть она 16, то есть и сделать прям по центрам, по осям. Я сделал с краев. Я сделал с краев и буду смотреть вот по крайнему лезвию. То есть я вот так разверну, то есть опущу, чтобы это крайнее лезвие, вот оно, приблизительно где-то вот так вот. Может это поточнее сделать. Я вам объясню, чтобы была суть понятна. Все, то есть мы подвели к краю лезвия. И теперь
поджимаем вот этот вот упорчик вот сюда к фрезеру, чтобы он в эту сторону, когда будем резать, больше не двигался. И также вторую сторону. И также вторую сторону. То есть мы смотрим. Ну, тут плохо видно. Выставили вторую сторону и также поджимаем с другой стороны упорчик. Все, теперь у нас есть место для хода фрезера, вот ограничитель. То есть вот все будет ходить туда-сюда, дальше он не пойдет. И таким образом мы будем резать паз выборку. Давайте я покажу, как все это работает и что получается. Также не забываем выставлять глубину нужного нам паза. Для этого мы упираем, ну, все это знали, рассказывать не нужно, фрезу на поверхность. Тут скидываем на 0. Вот. И прибавляем, сколько нам надо, 15 миллиметров. Все, и режем. Все, наш паз готов. Снимаем приспособление. Ну вот, в общем-то, сам пазик ровненький, все прямой, все как нам нужно, длина, все как мы разметили. Все очень удобно, советую хорошее приспособление, постоянно им пользуюсь. Сейчас покажу в следующем видео другое приспособление. В этот паз будет вставляться заготовка, брусочек 50 на 50. Приспособление будет, если это было для паза, то там будет для шипа. То есть мы будем делать шип на другой заготовке, которая в этот паз будет вставляться. В другом видео я покажу и расскажу, как выглядит это приспособление.